Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что дождались наш сегодняшний прямой эфир, потому что при любой погоде, прямо в среду, в прямом эфире, гость Бондаренко. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Да, действительно, при любой погоде, с любой точки мира. Так что, Ну, есть о э, чем поговорить да. на самом деле. И сегодня такой очень насыщенный день. Ну, во-первых, начинается новый месяц, октябрь. Начинается с празднования Дня защитника и защитниц. Зеленский понавыписывал указов. Их мы добавим к нашему разговору, их мы присовокупим. Ситуация на фронте оставляет желать лучшего. Ситуация в геополитике точно так же. В общем, достаточно такой будет объемный разговор и очень много деталей. Там, тем более, что перед нашим эфиром польские самолеты взлетели в количестве то ли 12, то ли 30 штук и готовы То встречать. есть все. Ну, то есть все, да. И они готовы встречать целых два шахеда, которые якобы где-то там бороздят просторы приграничной зоны. В общем, на самом деле градус растет, и мы обо всем будем сегодня говорить. Я единственное, что должен вначале сказать, что, друзья, всем большое спасибо за поддержку, суперчаты, суперстикеры и другие формы, QR-код возле меня, который это возможности вопрос задать и поддержать канал. Также работают другие сервисы для вопросов. С этих вопросов мы начнем нашу сессию ответов от Костя Бондаренко. Потом, конечно же, закрытый клуб Шелеста, естественно, да, то есть полностью открытое сообщество YouTube. Кость Бондаренко тоже пользователь YouTube и отвечает на ваши вопросы, включается в эфиры, поэтому следите за его каналом, везде отмечен в описании. Переходите, интересуйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, это очень важно, особенно ввиду новых алгоритмов и взаимоотношений YouTube и украинской власти, в частности. Также будем общаться с чатом трансляции и начнем прямо сейчас. Опрос вот такой. Навеяло, называется табличка Железняка, которую он депутат Украинской Рады, который сегодня он опубликовал, о втором туре выборов. Ну вот так внезапно опрос. Ну вот давайте как бы проверим на нашей аудитории. Если во втором туре будут «за» и «за», то вы за кого? За, «за», не пойду на выборы, против обоих. Вот такие четыре варианта. У него совершенно другие результаты пока, которые вырисовываются в нашем вопросе, но тем не менее, откуда вообще этот вопрос возник? И вот вы как политический аналитик готовы отвечать вот сейчас на этот вопрос за «за» или за «за»? Вы знаете, в офисе президента очень активно рассматривают любые социологические опросы. На прошлой неделе, говорят, там была настоящая сенсация. Обсуждали закрытый опрос, который проводил социс, говорят. Вот. И крайне были недовольны тем, что у Зеленского, оказывается, сейчас рейтинг, я не буду называть цифры, но упал в 2 раза фактически за последнее время. Вот. Это будет, наверное, неэтично, потому что если не публиковал соцсет эти цифры, они просто, что называется, неформально попали мне на глаза, то ну, просто учтите, что упал очень сильно. Но при этом нельзя сказать, что повысился рейтинг у Залужного. Он тоже у него просел. Причем просел практически на треть у Залужного. А новые-то не появляются. Появляются там где-то Белецкий, где-то Редис появляется, Прокопенко. Вот, появляется Буданов, но тоже не ахти, как, скажем, Юля, Петя, ну, знаете, набор. Это, извините, это я так жаргонно говорю, там, скажем, или так фамильярно Юля, Петя, как народ говорит. Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, тоже как бы не показывают каких-то результатов серьезных. И поэтому возникает вопрос, что в этом политическом вакууме, когда народ разуверился вот, в тех или иных проектах, в лидерах и так далее, начинается новое ожидание некоего чуда. Что вот кто-то появится сейчас, вот кто-то будет такой, что вот все сразу же дружной толпой побегут, как в 2019 году, голосовать за этого такого. Но уже не за Зеленского. Есть ли претенденты на чудо? Так в том-то и дело, их не видно. Но, извините, но, например, в 2018 году
Вот еще никто не говорил про Зеленского. Я очень хорошо помню, как в 2018 году, вот осенью, даже не осенью, в августе 2018 года была сенсация. Вот. На второе место после Порошенко вышел Анатолий Гриценко. Вот. И сразу же администрация Порошенко начала, что называется, мочить Гриценко, начали его активно критиковать. Вот уже не Тимошенко главный оппонент, а Гриценко. Потом через месяц снова вышла Тимошенко. Снова начали антитимошенковскую кампанию. А Зеленского никто всерьез не рассматривал. Даже Вакарчука рассматривали, а Зеленского не рассматривали. Вот. Ну, это все, конечно, такие очень интересные вещи, причем, ну, правда, одни говорят о том, что, простите, пожалуйста, но как бы выборов никаких не будет, но тем не менее там люди видят и газеты партийные, и как новые офисы открываются по всей стране, и замечают, что к чему-то идет подготовка. Но вернемся к сегодняшнему дню. Я просто, если можно, скажу, что очень многие политики, я от них это слышу, они верят в то, что выборы будут внезапными. Что Зеленский настолько коварный, что он будет фактически всех убеждать в том, никаких выборов не будет, а потом вдруг раз и скажет, выборы чуть ли не завтра, там, условно. Вот, ну, имеется в виду, что даст очень короткий люфт, очень короткий даст срок для того, чтобы провести выборы. И очень многие этого боятся, опасаются. Именно поэтому они думают, на всякий случай будем выпускать газеты, будем там держать в себе ущерб, держать свои партийные офисы в регионах, будем там борды где-то расклеивать. Вот, кто его знает, когда эти выборы будут. Сакраментальную фразу сегодня сказал Зеленский. Говорит, Украина всегда возрождалась и ластиком как стирала империи. Ох, вот это после сегодняшнего, ну это ввинченного в поздравление, я прям ждал нашей сегодняшней с вами встречи о том, как украинцы разваливали империи и возрождались из пепла, как Правда. феникс. Это правда. Украинцы всегда разрушали империи, но изнутри. Не в прямом столкновении, а именно изнутри. То есть они разъедали империю, они очень часто привносили коррупцию в ту или иную имперскую среду, они очень часто привносили деструкцию в ту или иную имперскую среду. Если говорить о том, что нынешняя ситуация, нынешняя жизнь в мире, в нынешнем мире Украина вписана фактически в определенный западный проект, если Запад рассматривать как новую имперскую систему, вот, то, извините, как бы так сказать мягче, я не завидую Западу. Ну, то есть вы думаете, Украина развалит Запад? Мы это, в принципе, наблюдаем Именно, сейчас. именно. Поэтому я и говорю, что Украина является разрушителем любых имперских систем. Вот. Поскольку сейчас сформирована там западная система, которая по своему характеру является такой новой империей, вот, именно Евроатлантическая империя, вот Украина в данной ситуации будет разрушителем этой империи. Судя Я по... понимаю, что Зеленский имел в виду нечто другое, я понимаю, но еще раз повторюсь, Украина разрушала всегда империи изнутри, но не извне. Судя по всему, Орбан что-то знает ну, значит, на этот счет, потому что его последние заявления они достаточно яркие по поводу несубъектности, отсутствия независимости, вообще отсутствия такого понятия, как Украина, потому что мы не знаем, а где проходит ее восточная граница. Это вот прямая цитата. Как вы думаете, Европа, которая сегодня руками Урсулы выделила еще 4 миллиарда евро в счет процентов на российские активы, Кая Каллас, которая как бы, ну, в общем, кивает Урсуле и говорит, что, ну, а как по-другому? Если по-другому, тогда надо забирать из бюджетов стран Европы, налоги, там, вот это, пенсии. Нет, давайте вот российские активы будем использовать. К моменту нашего с вами разговора, вот прям сейчас, да, выходит сообщение о том, что Россия уже там составляет списки, что можно отнять у Европы, у европейских компаний. Ну, это такая как бы дорога с двухсторонним движением. Но, судя по всему, вопрос этих денег уже решен. Я помню, очень многие говорили о том, что есть такая конспирологическая история, что условно Украину, эту войну в Украине, за вот эти замороженные активы, собственно, возьмут и продадут. Что вы думаете на этот счет? Движемся Ну, ли это мы к этому? конспирологическая теория. Смотрите, пока вопрос еще не решен.
В Европе его дискутируют активно, и у него есть огромное количество как сторонников, так и противников. И речь идет не только о Венгрии или Словакии. Это один момент. Знаете, можно было бы, наверное, замороженные активы просто так взять, передать их Украине, но дело в том, что таким образом создается определенный прецедент. И разного рода арабские государства, Китай и прочие государства, сильные мира сего, которые тоже держат деньги в Европе, тоже у которых есть свои активы в Европе, они будут рассматривать Европейский Союз как крайне ненадежного партнера. Завтра вдруг кому-то что-то там взбредет в голову, условно говоря, взбунтуется некое государство, некое государство начнет войну, и, соответственно, его активы тоже будут заморожены и переданы кому-то. Так проще забрать сейчас эти активы и перенести их в некие другие юрисдикции. Я очень хорошо помню, как когда-то еще в начале десятых годов я общался с одним министром, украинским министром, из тех, которые входили в команду Януковича. Что-то мы начали говорить про швейцарские банки, и он так вальяжно сказал, сейчас только, говорит, в Швейцарии там только недалекие люди держат свои деньги. Говорю, почему? Потому что очень ненадежно. Завтра любой катаклизм, и, соответственно, Швейцария, она же нарушает банковскую тайну, она сейчас не держит фактически слова. Поэтому сейчас есть банк Куала-Лумпур, есть банки Гонконга, есть другие банки, у которых намного более надежны. И я думаю, что нынешняя ситуация она тоже подтолкнет именно к подобного рода решениям, очень многих, если уже не подтолкнула. Поэтому я думаю, что вопрос будет дискутироваться. А если говорить о том, что Орбан не знает, где проходит восточная граница Украины, извините, пожалуйста, в Европе не знают, где проходит и западная граница Украины сегодня. Где проходит западная. Учитывая 6,5 миллионов украинцев, которые сегодня перебазировались в Европу, то говорить о том, что западная граница Украины проходит где-то там по линии Ягодин, Шагини и так далее, и вплоть до ЧОПа, уже сейчас не актуально. Нет, смотрите, тут как бы по поводу западной границы становится все куда более интереснее, потому что условный развал Европейского Союза может породить сепаратизм на западной части Украины. Вы знаете, в 2013-2014 годах очень активно дискутировался этот вопрос. Дело в том, что если бы начался разгон Майдана в 2013-2014 годах, то этот сепаратизм уже начал бы процветать на западе Украины, и мы бы имели не ДНР, ЛНР, а имели бы ЛНР и не знаю, ТНР, Тернопольскую, Львовскую Народную Республику и прочее, которые бы противостояли киевскому режиму. Точно так же. Извините, когда мэр города Рава-Русская в ноябре 2013 года, напомню, мэром города Рава-Русская была Ирина Верещук, обращалась в Европейский Союз с требованием принять город Рава-Русскую в Евросоюз без Украины, это не сепаратизм? Константин Петрович, но если мы посмотрим на поведение Трампа в этом вопросе, он вообще сейчас за кого? Трамп за Америку. За великую Америку, которую он собирался make again. Да? Так что нет, в данной ситуации он абсолютно блюдет те американские интересы, которые, как он их себе представляет, интересы своей команды. Он работает на то, чтобы, с одной стороны, укрепить свое положение, благодаря экономическим, социальным программам, определенной системе нового прагматизма и меркантилизма, которые характерны для Соединенных Штатов сейчас. А с другой стороны, он попросту пытается показать, что Соединенные Штаты никому ничего не должны. И будут работать с теми, с кем выгоднее. Но его риторика в отношении Российской Федерации сегодня Не обращайте внимания на риторику, обращайте внимание на дела. Ступ и говорит, достал Трамп кнут, и кнут для Путина. Так а для Зеленского что получается, пряник?
Смотрите, давайте все-таки вспомним вот этот старый-старый еврейский анекдот, что так, Моисей Аронович, вы знаете, что они говорят о вас, когда вас нет дома? Ой, когда меня нет дома, они меня могут даже бить. Вот приблизительно так Путин рассчитывает. То есть, с одной стороны, заявление, жесткое заявление относительно России, с другой стороны, отказ вводить дополнительные санкции. Вот, и так далее. С одной стороны, якобы заявление о том, что мы пошлем подводные лодки, сейчас мы будем контролировать ситуацию в Северном Ледовитом океане. С другой стороны, продолжающиеся переговоры о совместном использовании Северного Ледовитого океана и северных путей. М, Просто тут же какой момент? Опять бумажный тигр всплыл в Ну, словесах Трампа. так, так это старое выражение, которое использовали уже многие, так что, ну, уже изъезженное выражение. Его и Борис Джонсон использовал в свое время, и другие. Ну, опять же, на ситуацию, на положение, на экономическое состояние, на военно-политическую ситуацию, на политическую ситуацию в России это как-то не совсем повлияло. То есть, я еще раз говорю, давайте не будем обращать внимание на заявления, давайте будем обращать внимание на дела, конкретные дела. Ну, конкретных дел пока немного. Вот А, именно. Ну, это Вот именно. если Поэтому я объективно. и говорю, что я вот на фон, вот этот, который информационный фон, который создается, вот я на него не обращаю внимания. На него обращает внимание вот офис президента, они радуются как дети. Вот снова там Трамп показал язык Путину. Вот, какая радость. Ну, а что за этим последовало? Что у Путина уменьшилось ракет, количество. Путин начал сдавать территории. Вот, Путин начал выводить войска. Путин начал проигрывать на фронтах. Вот, то есть ничего от этого не произошло. Вот, рубль, может, просел, я не знаю. То есть, или нет, цены на нефть упали. Ничего же не случилось после этого. Ну, НПЗ горят разве что. Опять же, ну, НПЗ горят, но они горели на протяжении последних лет. У нас эти НПЗ, то есть в новостных лентах у нас НПЗ горят постоянно, вот что называется. Уже бы давно бы их не должно было быть, наверное. Но как-то пожары либо слишком быстро тушат, либо же как-то что-то не то горит там в НПЗ. Но да, есть проблема сегодня с бензином, дизельным топливом и так далее в России. Есть, но это, как говорят экономисты, это сезонная проблема. Я Да. не знаю, я не специалист, я не буду утверждать, что на самом деле вот настолько все критично. Ну, тут давайте так. Вышел Аксенов, который руководит Крымом, говорит, по 20 литров теперь на нас, то есть на человека, на машину будут заправлять. Вот дефицит В 23-м, присутствует. 24-м годах это тоже уже было. Э, возникает вот такой момент. Так, а на что расчет у Зеленского и откуда у него вот эта условно уверенность и храбрость? У Нет, Зеленского смотрите, расчет на то, если он сумел убедить Трампа, что добропольское контрнаступление это такая операция, как, я не знаю, там, он не убедил Багратион, Трампа. понимаете, вот Он прям. не убедил Трампа в этом. Это он считает, что он убедил. Он нам говорит о том, что он убедил. У Трампа есть своя разведка. У Трампа есть свои возможности. У Трампа есть свои спутники, которые наблюдают постоянно над тем, что происходит на территории. И говорить о том, что вот приехал Зеленский, показал какие-то свои карты и бумаги, Трамп сказал, вы открыли нам глаза, спасибо большое, вот и так далее, и сказал, вот теперь мы меняем свою политику, но это немножко, я думаю, преувеличение. Зеленский в это верит. Зеленский абсолютно верит, что он переубедил Трампа. Сегодня же стоит вопрос не о том, что победит Украина, не победит, закончится, как закончится война. Стоит вопрос о том, где будет проходить граница. Вот. Путин в Анкоридже потребовал фактически от Трампа признать то, что граница будет проходить по административной линии Луганской и Донецкой областей полностью, по административной линии, а дальше по линии разграничения в Запорожской и Херсонской областях. На что Соединенные Штаты якобы согласились, но не согласился Европейский Союз и европейские партнеры Украины. Они же потом приехали в Вашингтон, потом встречались, потом общались с Трампом по видеосвязи, потом Зеленский приезжал и так далее. И
все просили, что вот дайте нам возможность, мы разобьем сейчас Путина, остановим Путина на Донбассе и заставим его говорить о том, что линия разграничения будет проходить именно по линии фронта. И на Донбассе, и в Херсонской, и в Запорожской областях. То есть именно из-за этого нюанса сейчас продолжаются боевые действия. И Зеленский сказал, хорошо. Трамп сказал, хорошо. Вот. Зеленский гениальный полководец, Зеленский меня убедил, Зеленский может не только вернуть границы 91 года, Зеленский может даже пойти дальше. Вот. Мы готовы продавать оружие. Вот. Но мы не участвуем в этой войне. Европейский Союз, если хочет, вот он действительно он может помочь. Они вместе могут совершить чудо. Практически ничего нового. Просто пытаются затянуть время с тем, чтобы выдать за дипломатическую победу, что вот попытаются сейчас весь Запад заставить дружно вот, вынудить Путина, чтобы тот отказался от требований всего Донбасса. Но погодите, давайте тогда причинно-следственную связь установим. Сегодня выходил Песков, говорил о том, что в переговорах пауза, Киев не спешит с ответом на вот эти проекты, которые подавала российская сторона, а мы же четко видим, что они идут, ну вот это вот степ-бай-степ. Значит, меморандумами что? Правильно, обменялись. Какие бы они ни были, давайте не так, меморандумами обменялись. Дальше, была идея, а давайте 3 группы сделаем, политическую, военную, гуманитарную, в рамках Стамбула, сядем и будем договариваться. И эти подгруппы уже наработают вопросы, и будет встреча лидеров. Вместе с этим Венс говорит, простите, Россия отказывается от переговоров. Трамп выходит, говорит перед своими генералами, я сильный, я усажу Путина и Зеленского за стол переговоров. И говорит, мол, Россия виновата, что, в общем-то, телега не едет. А, простите, Россия говорит, что Украина виновата. Почему Америка принимает в этом вопросе сторону Украины? Опять же, переговоры зашли в тупик, но только по линии Украины и России. Переговорные группы, которые работают между Вашингтоном и Москвой, они дальше продолжают работать. Вот в чем проблема. То есть в этом треугольнике, скажем, Украину мы даже не рассматриваем как отдельную сторону треугольника. В этом треугольнике есть 3 стороны. Первая – это Россия, вторая – это Соединенные Штаты, третья – это европейские партнеры Соединенных Штатов и Украины. Самих переговоров между Украиной и Россией нет, но есть переговорный процесс между остальными участниками. Вот. Он не застопорился, он дальше продолжается. Когда начнется переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией, это пока что непонятно. Этого не знает никто. Вот. И Трамп очень бы хотел, чтобы этот переговорный процесс ускорился. Россия говорит о том, что мы дальше стоим на своем. Вот мы свои условия выдвинули, вот. Украина с ними не соглашается. О чем говорить дальше? Вот. И до тех пор, пока не будет выработано понимание того, о чем говорить дальше, до тех пор переговоров точно не будет. Ну, то есть, и кнут, получается, не надо применять? Или надо? Опять же, украинский вопрос – это только один из множества вопросов, которые сегодня рассматриваются в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Их отношения между Россией и Соединенными Штатами не сводятся только к Украине. Не сводятся только к Украине. Поэтому они между собой там еще договариваются о каких-то там экономических, политических вопросах, энергетических и так далее. Логистических. То есть все это не рассматривают. А украинский вопрос сейчас вот, ждут, когда наконец-то будет какой-то прорыв. Когда одна из сторон скажет, ну ладно, хорошо, дрогнет нервы, там скажет, хорошо, садимся, у нас есть новые какие-то вводные. Вот. Пока что этих новых вводных нет. Россия говорит, что мы соглашаемся исключительно только вот на эти условия, которые были озвучены на Аляске, а перед этим неоднократно озвучивались. Вот. Европейский Союз говорит, на эти условия ни в коем случае нельзя соглашаться, потому что это капитуляция. Вот. Россия говорит, мы никуда не спешим. Тогда в таком случае Украина говорит, дайте нам возможность, мы им покажем сейчас вот на поле боя, дайте нам еще оружие, мы сейчас покажем, что мы можем прорваться и что мы можем вот пойти в контрнаступление. Вот, Россия говорит, показывайте. Вот.
То есть давайте. Вот. И, соответственно, заходим в такой вот тупик. Американцы говорят, что, извините, пожалуйста, уже год прошел, как мы обещали, что мы закончим войну, вы никак не можете закончить. Так давайте поскорее. Вот. Россия дальше снова говорит, мы никуда не спешим. Украина снова говорит, давайте воевать. Европа говорит, давайте услышим Украину, давайте поддержим Украину. По поводу контрнаступления сегодня распространяется интервью Маркуса, Да. известного комбата 47-й, которая участвовала в первом вот там контрнаступе, когда шли на Работино, ну и, собственно, это Работино забрали и все. А потом линии Суровикина отстраивались, и, в общем, линии Суровикина никто не прорвал. И он рассказывает страшные вещи. Первое, что важнее для командиров сохранить технику, чем жизни людей, а нам всем встегивали наоборот. Нет, это было всегда, знаете, я еще когда я служил, это, знаете, тоже в этом отношении. Ну да, конечно, есть те командиры, которые думают о людях, но очень часто, знаете, бывает наоборот. Плюс гнали тупо по минным полям. Это он открыто, публично, вот сейчас, да, раздает интервью. Но он уже экс. Там вместо него назначили какого-то молодого вообще, ну, то есть героического, но зеленого, понимаете? Это тоже вроде не старый Маркус, но он там оскандалился, хотя вроде как и к президенту ездил, и часы он ему дарил, и у них вообще там замечательная была с офисом ситуация, но потом что-то пошло не так, и мы видим вот такие просто разносы. Вот это контрнаступление, которое будет пытаться провести Зеленский, это будет последнее контрнаступление этой войны? Вы понимаете, у нас в каждом сезоне обещают последнее контрнаступление. Точно так же, как с противоположной стороны обещают, что вот-вот, завтра, послезавтра фронт посыпется. Вот. Поэтому я никогда бы не говорил бы о чем-нибудь, о каком-нибудь явлении или о какой-нибудь кампании, как о последней. Вот. Хотя Зеленский не отказался от идеи проводить контрнаступление. Точно так же, как не отказался от идеи нового Курска. Константин Петрович, немножко про Америку еще. Как вы отнеслись к разговору Саманты Пауэр с Вованом и Лексусом, где говорит, что каждый месяц Украине по 1,5 миллиарда, она говорит слово кэш, и мне так нравятся украинские ломы, которые защищают офис президента. Она говорит, кэш в этом значении, которое она употребила, это не то, это не то, что вы подумали. Это вот другое. Это просто прямое бюджетное финансирование. То есть не переживайте. Но люди же, ну как они смотрят, говорят, 1,5 миллиарда кэшем каждый месяц по программе USAID. На самом деле, мне кажется, что мало кто заметил, но взорвалась очень серьезная и увесистая бомба информационная. Ее будут пытаться сейчас потушить, эту бомбу, ее попытаются каким-то образом ликвидировать те последствия, которые могут быть вследствие этой информационной бомбы. Вован и Лексус уже неоднократно пытались взорвать медиапространство, но, правда, через несколько дней все забывали о сенсационных откровениях, которые позволяли себе политики, либо бизнесмены, с которыми они вели разговор, как пранкеры. Соответственно, я думаю, что попытаются сделать все для того, чтобы показать, что ничего не случилось. Ничего чрезвычайного. Нет, можно, конечно, показать, что ничего чрезвычайного не случилось. Каждый месяц 1,5 миллиарда кэшем, всего там около 50 миллиардов они насобирали этим же кэшем. Но в Америке это шатдаун. В В Америке Америке шатдаун, но пока что шатдаун. этот разговор мало влияет на этот шатдаун. Вот. Кстати, 2 года назад тоже был шатдаун, вот, но потом как-то нашли внутренний компромисс. Думаю, что и сейчас как раз задача будет найти этот внутренний компромисс. Кстати, это очень многое зависит именно сейчас от взаимоотношений между командой МАГА и так называемыми традиционными республиканцами, насколько они смогут найти общий язык. Потому что на каком-то этапе начался уже конфликт, который виден невооруженным глазом между именно традиционными республиканцами,
вот, и именно теми сторонниками Трампа, Венса и других, вот, которые еще год назад были союзниками, а сейчас начинают как-то какие-то шатания. Вот, поэтому тут главное мобилизовать ресурсы республиканцев и главное еще найти сомневающихся демократов. Вот это аппаратная, это кулуарная работа в первую очередь. Так а деньги где? А то давайте посмотрим, как смогут договориться, а потом уже, потом Нет, ну уже так это же и- подождите, это самое интересное. Значит, правительство, там, чиновники американские без денег на какой-то период. да, Все, конечно, нас успокаивают, говорят, да нормально, все так хорошо, но и как бы видят политические игры, что это условно Трамп, он вообще там с улыбкой это все воспринимает, говорит, сейчас мы их нагнем, этих всех остатки демократов, и укрепимся, но демократы тоже понимают свое положение, они не могут взять так просто, без каких-либо уступок основательных, ну, разблокировать эту всю историю с бюджетом, поэтому они тоже будут собирать и выжимать максимум баллов. вот я поэтому и А говорю тут про... Саманта Пауэр и говорит 50 миллиардов в трубу Зеленскому, понимаете? Да, да, но даже если бы эти 50 миллиардов оставались в Соединенных Штатах, вот из-за шатдауна они не пошли бы, ни одна копейка не пошли бы чиновникам. Вот, потому что я и говорю о том, что кулуарно сейчас будут договариваться с каждым отдельным конгрессменом, с каждым отдельным сенатором будут договариваться относительно того, вот, как они должны себя вести, как голосовать. Я думаю, что есть один человек, который может помочь в этом, может объяснить, каким образом правильно решать вопросы. Это Давид Арахамия, вот, который с украинскими депутатами находит общий язык и понимает, кому какой конверт отнести и в какой пропорции, за какое решение. Ну, думаю, что есть чему поучиться американским парламентариям, у украинских парламентариев. Да, значит, очень интересно. Сегодня Зеленский провел ряд решений. Вот слушайте, вот вы написали биографию Зеленского. Да. А мне кажется, не того человека вы выбрали под фокус своего внимания. Белецкий. Вот где рост. Он Ну, сегодня стал бригадным генералом. ну, поздравляем. Поздравляем. Ну, то есть, Да. У понимаете, евреев сегодня Йом-Кипур, так поздравили Белецкого. нет, ну смотрите, решение, конечно, сегодняшнее награждение Зеленского нам многое говорят о положении в стране. Белецкий бригадный генерал, Поклад из СБУ, он теперь со звездой Героя Украины. Ну, хорошо. Так, поздравляем и Поклада тоже. Александр Валентинович, поздравляем. Не, ну, понятное дело, что вот этот звездопад, он перед праздником Днем Защитника Отечества. Понятное дело, что к празднику, который у нас раньше праздновали 23 февраля, потом 14 октября, потом вдруг перешли на Григорианский календарь, или там на новоюлианский, да, как его называют, и начали праздновать 1 октября. Вот, но в любом случае, я думаю, что это именно то, что, та традиция, что перед праздниками надо тем или иным правильным людям дать кому погоны, кому звездочки. М, Смотрите, но Поклад же решил очень важный вопрос. Поклад же смог привести Христенко из Эмиратов. Ну, вот. ну, Как тем ему самым дать, спас Зеленского, да. тем самым спас Зеленского. Так что, Ну, то есть, история какая? Поклад отправился лично на условно устных договоренностях, без юридических процедур. Из Эмиратов нардепа Христенко, да, забирают. Этот человек, его обвиняют в том, что он связан с российскими спецслужбами. Крутится все вокруг темы пленок Миндича, ближайшего соратника Зеленского. И таким образом сейчас, ну, все зависит от Христенко. Да? Он даст показания на набушников, которые ну и, собственно, все дело рассыпется. И Миндич, история повторяется. Поклад сыграл роль графа Орлова, а Христенко роль княжны Таракановой. ну вот такая вот получается история, понимаете? Да. Но к Миндичу сегодня возникло много вопросов.
в отношении... Ему не дали бригадного генерала. Нет, ему опять вспомнили все о Фламинго сегодня. А, Вспомнили не просто так. Во-первых, два повода. Повод первый. В Западе, на западных просторах очень толковые аналитики говорят, что, ребята, не с чего, не за что, денег нет, Фламинго производить в массовом производстве. Нет денег. Ну, есть там Нептун, ну, стрельнули они Нептуном. Ну, массово производить невозможно, нет денег. Это первый момент. А второй момент, причем тоже очень важный, российская сторона публиковала кадры, как она утверждает, российская сторона. С беспилотников там понятно, что видео есть, но насколько это подтверждает именно то, что они заявляют, сложно сказать. Значит, грузовые фуры, они засекли, что перевозят вот эти самые фламинго. Гражданские грузовые фуры, они нашли базу и, в общем, уничтожили по меньшей мере там 6 или 12 этих ракет. То есть фламинго, оказывается, не призрачный, он есть. Соответственно, Зеленский, ну, опять как бы продемонстрировал свою потужность, и что он не врет. Но с другой стороны, если у тебя есть фламинго, зачем тебе томагавки? Опять же, есть очень много загадок. Вот. Я абсолютно не силен в тактико-технических характеристиках тех или иных ракет. Я абсолютно не понимаю, вот, в чем приоритетность, или, скажем, в чем преимущество фламинго. Вот. Или что лучше, томагавк или фламинго. Вот. Но в данной ситуации я думаю, что Зеленский исходит из понимания или же из того тезиса, что ракет много не бывает, и что дайте нам ракет разных, вот, а мы уже сами будем думать, как их применять. В этой инфраструктурной войне у кого преимущество? На сегодняшний день у России. Вот. Украина, во-первых, Украина меньше, чем Россия. Инфраструктурные возможности России значительно больше. У России работает на полную мощность военно-промышленный комплекс, и европейские государства признают, что совокупно Россия превосходит все европейские государства по производству оружия. Поэтому понятное дело, что вся российская инфраструктура войны, вот, она работает намного более эффективно, чем украинская. Сегодня вырубило свет в городе Славутич, это север Киевской области, фактически Черниговская область, ну там А, север, да. да. Причем четким ударом по подстанции 330 киловольт. Почему я говорю, что это фактически Черниговская область? Потому что последний раз, ну, я не помню такого. То есть идет конкретный вынос Черниговской области российской стороной. Я имею в виду по свету. Прям целенаправленно выбивают Чернигов, Черниговскую область, там Нежин и так далее. По очень простой причине. В России считают, что Украина готовит определенные действия, которые были в прошлом году зафиксированы в Курской области. Вот, аналогичные готовят в Брянской области. Вот, по крайней мере, по тем публикациям, которые мне приходилось читать, в России считают. Вот, поэтому для того, чтобы обезопасить Брянскую область, начинают бить по Черниговской области, сопредельной с Брянской. Обезопасить или пойти в наступление? А для того, чтобы пойти в наступление, там необходимо сосредоточить определенные войска. Насколько можно верить донесениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в Брянской области сегодня нет критической массы сосредоточенных войск. Сейчас какая-то интересная разворачивается история. Французский спецназ захватил российский танкер у побережья Франции. Ну, это полчаса назад стало известно примерно. Значит, По международному праву захват судна того или иного государства может являться поводом для войны, казусом белли. Франция задержала, это Франс-Инфо передает, несколько членов экипажа, остановленного у ее берегов танкера. Их подозревают в нарушении морского права. Подробности мы, конечно, сейчас, наверное, узнаем, но Макрон,
как бы вроде по поводу активов ерзает, говорит, не-не-не, мы не можем пойти на поводу у Урсулы, там, у Каи Каллас, у Европы. А, Он даже с Генассамблеей так вроде пытается более-менее какую-то там здравую позицию, а тут мы видим прям захват судна. А, М. К чему Ну, может посмотрим, привести? потому что мало вводных, пока что есть только факт, но пока что очень сложно говорить о том, что стоит за этим реально. Значит, издание «Парижанин», да, Ле, в общем, «Парижанин», пишет о том, что это судно может быть связано с запуском дронов над Европой в период с 22 до 25 сентября, когда беспилотники парализовали работу аэропорта Копенгагена. Речь идет о судне Боракей под флагом Бенина. По данным 20 сентября он вышел из Приморска, прошел Балтийское Северное море, территориальные воды Дании, а затем Ла-Манша. После обхода северо-западного побережья Франции его начал сопровождать французский военный корабль. Сейчас танкер стоит на якоре у Сен-Назера и ведется расследование. Французские власти заявили, что экипаж отказался предоставлять документы о принадлежности судна, не выполнял приказы. Ну, в общем, интересно, судно находится под санкциями ЕС, Великобритании. Ну, короче, теневой флот, поэтому тут понятно. А, Ну, открывают шампанское на Банковой. Да, я думаю, что вряд ли. Я думаю, что вряд ли, тем более, что Зеленский 2 дня назад сказал, что с российских танкеров запускались дроны. То есть я не думаю, что это какое-то изобретение или же какая-то новость, которая была рождена в офисе президента. Зеленскому, скорее всего, Зеленского попросили выступить с подобного рода заявлением. Что будет дальше, как будет развиваться дальше ситуация, вот, и как ответит Россия, например, на это, наверное, асимметрично ответит, но достаточно больно. А чем может сделать Россия больно Европе? Есть очень много вариантов, есть очень много вещей, которые... давайте следить просто, давайте следить за ситуацией во Франции в ближайшие недели. Ну, посмотрим, насколько будет коалиция желающих раздухаренная ввиду вот этого. Тем более, что опять это пресса пишет, мы не знаем, что там за расследование. Ну, дроны с танкера запускали. Это смахивает на какую-то лютую такую дронодемию, как Мы понимаем, пандемия. что есть определенные заявления, которые воспринимаются в режиме, что называется, highly likely. Без доказательств, но нам так кажется, условно. Начиная с отравления Скрипаля, вот, и до нынешнего времени, вот, во многих случаях не требуются доказательства, вот, потому что есть догадки определенные. И этих догадок абсолютно достаточно для того, чтобы создать определенную политическую линию напряженности. А, Арестован в Польше Владимир Ж. Это вот единственный случай, когда человек прославился именем, причем таким родным для Зеленского и для Путина. Это украинец, который, как утверждает следствие, его подозревают в том, что он участвовал в команде, которая погружалась и взрывала Северный поток. Его, в общем-то, приняли, 7 дней ареста, сейчас суд запрашивает переводы там разных документов и, скорее всего, отправят в Германию, экстрадируют. А что его ждет в Германии? И чем аукнется вот этот украинский след в Северном потоке? Ну, видите ли, Запад сейчас пытается все-таки вот эту украинскую версию продвигать. Я не верю в украинскую версию. Я не верю в то, что какая-то группа на прогулочной яхте вышла в море, там опустилась на определенную глубину, заложили взрывчатку, взорвали и уплыли. Вот. Это тема, которая должна была быть проработанной и воплощенной действительно профессионалами, которые существуют в Великобритании, которые существуют в Соединенных Штатах, на которых абсолютно нет в Украине. Но выгодно сегодня повернуть так это дело, чтобы обвинить украинскую сторону. Зачем? Показать, что это праведная война. В режиме этой праведной войны Украина все-таки сделала то, что она должна была сделать. Ну, Вот, то есть потому что, акт международного терроризма. да, фактически акт международного терроризма довели Украину до отчаяния. Довели до такого отчаяния, что вот они пошли и даже взорвали вот эти подводные газопроводы. Да.
То есть террористов надо пожалеть. Ну, это же понятное дело. Вы же помните, как в свое время пожалели и оправдали литовских террористов, которые захватили самолет в начале 70-х годов, пассажирский самолет, убили стюардессу и так далее. Вот, их же оправдали фактически, они поселились на Западе, стали там добропорядочными гражданами. Вот, приблизительно та же ситуация здесь, потому что тогда решили, что надо понять чувства, истинные чувства литовцев. Вот, точно так же скажут, что надо понять истинные чувства украинцев. Еще один такой достаточно тревожный момент, это прям серьезный разгон паники, ну или около панических настроений вокруг судьбы Запорожской атомной электростанции. Причем украинская сторона говорит, это россияне обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Даже Песков сегодня вышел, говорит, ребята, окситесь, о чем вы? Это же типа наша станция уже, Запорожская атомная. Зачем нам ее обстреливать? Ну и, в общем, там нет света, и работа вся ведется на дизель-генераторах. Гросси выходит и говорит, генераторы, конечно, работают, но, ну, в общем, если там еще дней 10, то будет беда. Кому выгоднее беда на Запорожской атомной электростанции? Извините, я никогда не верил тем, кто говорит, что кто-то сам себя обстреливал. Знаете, когда мне на протяжении 8 лет говорили о том, что дончане и луганчане сами себя обстреливали в ДНР, ЛНР, вот я в это никогда не верил, никогда не поверил бы, что есть такой цинизм и так далее. Вот, точно так же я абсолютно не верю в то, что сейчас российская страна обстреливает Запорожскую атомную. Чтобы что? Чтобы себе навредить? Чтобы создать экологическую катастрофу в регионе? Чтобы рвануло? Вот. Или что? Я не понимаю в данной ситуации, каким образом можно вообще распространять такую ересь. Ну, ее же распространяют для того, чтобы повысить градус, а Ну, вы же потом, понимаете, что чем безумнее ложь, тем ее проще поверить, правда? с Как одной говорят стороны, но с известные другой стороны, дядьки. это ведь тоже как бы, ну, это подталкивает стороны к переговорам. Мол, смотрите, тут сейчас такая катастрофа может быть. 8 Фукусим, давайте Не работает. садитесь. Не работает, не подталкивает это. Вот, знаете, ну, если Путин до сих пор не сел за стол переговоров и не поменял свою позицию, то подобного рода вот именно действия, они вряд ли его подтолкнут к, ну, знаете, запустить несколько ракет или несколько раз обстрелять Запорожскую атомную и в надежде на то, что Путин после этого позвонит и скажет, ну раз вы стреляете, то так и быть, давайте я соглашаюсь на ваши условия, сажусь за стол переговоров. Да. Но это абсолютный нонсенс. М, Есть ли тут хитрый план, что, условно, смотрите, беда-беда на Запорожской, американцы придут и будут использовать? Нет, для американцев Запорожская атомная нужна именно как станция, которую в перспективе будут использовать американцы и русские совместно. Американцам нужна Запорожская атомная для добычи редкоземельных и других металлов в Днепропетровской, Запорожской и других областях вот, в данном регионе. Что касается Запорожской атомной, что касается Украины, она понимает, что Запорожская атомная точно не вернется под полный контроль Украины. Поэтому сейчас рассматривается исключительно вопрос совместного использования как возможный вопрос компромисса, один из компромиссов, которые можно было бы получить. Тем более, что Соединенные Штаты тоже как бы поддерживают в этом Украину. Вопрос не решен, далеко не решен еще. Вот. И есть надежда на то, что вот это послание такое американцам, что давайте более активно включайтесь в игру, иначе нечего будет обсуждать. Ну, вы понимаете, какая на самом деле острейшая ситуация сейчас происходит. Пока мы видим вот эту историю вокруг Запорожской атомной электростанции, я уже упоминал о том, что сегодня что-то блымнуло, ну так вспышка была в Днепре и перебои со светом, и упоминал о том, что в Славутиче в Киевской области пропал свет, это сейчас будут там воду по часам как-то насосами давать, но там же другая история. Славутич, север Киевской области,
фактически Черниговская. Вот приходит там, условно, 10 минут назад сообщение от Министерства энергетики Украины, Чернобыльская атомная электростанция тоже осталась в режиме блэкаута из-за этого удара. То есть Мгм. ЧАЭС теперь тоже на генераторах, и ну, если там, например, Запорожская атомная, она заглушена и поддерживается, то Да. ЧАЭС точно так же, конечно, заглушена, поддерживается, но она какая-никакая аварийная все-таки станция. Ну, смотрите, в данной ситуации это повод поговорить про возможную экологическую катастрофу, но как самодостаточный фактор он не влияет пока что на ситуацию в войне, на перелом в войне. Ну, будем надеяться, конечно, что все будет нормально и, в общем-то, никаким катастрофам это не произведет, но нервы пощекочет, это точно. Конечно, нервы это пощекочет. Помните, на протяжении войны постоянно говорили о том, что сейчас Россия совершит удары по Хмельницкой и по Ровенской атомным электростанциям. В самом начале войны ходили слухи, что сейчас в Беларуси пойдут российско-белорусские войска, захватят Ровенскую атомную электростанцию. Были разговоры о том, что сейчас вот ударили, сейчас вот уничтожена южноукраинская атомная. Что вот сейчас было несколько уже волн, когда говорили о том, что сейчас из-за Запорожской атомной, из-за боев вокруг Запорожской атомной сейчас возникнет экологическая катастрофа, вот самая крупная экологическая катастрофа, которую мир еще не видел, и так далее, и так далее, и так далее. Потом начали говорить про Киевскую дамбу, что сейчас уничтожат Киевскую дамбу. Потом про Днепрогэс. То есть все, что сейчас ракетными ударами ударят и будет трагедия, серьезнейшая трагедия с многотысячными жертвами. Но слава богу, что все это осталось исключительно только определенными пропагандистскими штампами. Будем надеяться, что это тоже на сегодняшний день пропагандистская кампания. Зеленский сегодня по случаю праздника присвоил целый ряд городов-героев. Я почему-то провел параллель, ну, по крайней мере, так по ощущениям информационным, у меня прям вот прошел такой флешбэк и даже такое ощущение какого-то дежавю. Помните, буквально там за несколько дней до падения Авдеевки там переименовали все улицы. Конечно. Ну, имеется в виду все, которые... Все. Потому что там, в принципе, Авдеевка, там все были нормальные названия улиц, там и Орджоникидзе, и, ну, в общем, все понимают. Хотя там Ленина уже не было, ну, давно. То есть проспектов, там Ленина, но тем не менее. И вот, значит, в Днепропетровской области Павлоград, Никополь и Марганец у нас города-герои. В Донецкой области Дружковка, Краматорск и Константиновка. Запорожская, Гуляйполе и Орехов. Значит, Вознесенск и Баштанка, города на Николаевщине. Сумы и Тростянец, Сумская область. Староконстантинов, город Хмельницкой области. И, внимание, Купянск, Харьковская. Ну, до этого мы помним, там в 22 году было около 10 этих городов. Буча, например, там, да, и так далее. Но решение абсолютно, скажем так, пропагандистское, исходя из того, что ну, не так много времени осталось Купянску. Там уже бои внутри города, там уже 2/3 как бы под боями занятыми. Если там какая-то треть на юге что-то контролируется вооруженными силами Украины, то это очень мало. Но Зеленский принимает это решение. Означает, что Купянск падет и выше названные города тоже? Ну, я думаю, что Зеленский преследует абсолютно противоположную цель. Он хочет таким образом как бы подбодрить защитников Купенска, что вот я даю звание город-герой Купенскую, так что вы должны с удвоенной силой защищать этот город. Но понятное дело, что есть пропагандистская составляющая в этом жесте Зеленского, но есть ли в этом еще и какая-то метафизическая, есть ли какой-то метафизический момент? Мы же помним, что где появляется Зеленский, там сразу же сдают этот город. Вот очень хочется надеяться, что это не распространяется на награды, которые раздаются городам.
Ситуация в Купенске действительно тяжелая. Действительно И тяжело. Это да. еще более внезапно тяжелая ситуация оказалась в направлении Северска. Потому что, внимание, опять-таки, Сырский об этом не рассказывает. Нам рассказывают только о Добропольском контрнаступлении. Бои уже на окраине Северска. Вот прям города Северск. Это означает очень все просто. В Ямполе бои – это вот выход на Лиман. Условно, Лиман, когда занимает Российская Федерация, то там здравствуй, Славянск, Краматорск с другой стороны. В общем, это серьезный будет прорыв, и его уже, ну, собственно, прогнозируют. Э, Понятно, что фронт, я с вами согласен, что все говорят, вот, он падет внезапно, он падет... Это такая какая-то больше пропагандистская история, Мгм. но по факту может случиться как угодно. Почему А Трамп что может не быть? верит, получается, в успехи российской армии, а верит в успехи Зеленского, видя все Я еще раз это? повторюсь, Трамп фактически троллил Зеленского, когда он говорил о возможностях Зеленского. Трамп верит своей разведке. Трамп верит тем разведданным, которые дает разведсообщество Соединенных Штатов. И поэтому ему абсолютно не надо было каких-либо дополнительных карт, схем, диаграмм и еще чего-то. Вот. Ему достаточно того, что он знает. Вот. Поэтому я думаю, что это был просто троллинг Зеленского. Да, друзья, значит, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Купянск, конечно, город-герой, это, по-моему, троллинг солдат ВСУ, не находите? Но Зеленский так не считает. Ну, Зеленский считает, что он таким образом как бы решает вопрос. Но извините, пожалуйста, за 2 дня до роковой даты, вот, где-то 28 апреля 1945 года, Гитлер разработал новый орден, вот, Спаситель Отечества, и очень хотел наградить им генерала Венка, который должен был прийти и освободить Берлин. Вот, знаете, награды иногда пытаются, ну, скажем так, наградами пытаются как-то закрыть проблемы, которые существуют в собственной армии. значит, подведем итоги нашего сегодняшнего разговора. Если во втором туре будут Зеленский и Залужный, вы за кого? За За З 1%, за 4%, не пойду на выборы 16% и 79% против обоих. Слушайте, ну не хотят ни Зеленского, ни Залужного люди. Ну, не хотят, в том-то и дело. Мне проще, знаете, я не смогу голосовать. Вот, поэтому поэтому в этом отношении я буду только посторонним наблюдателем. Да, тут шутят, конечно, шутят про черный вареник. Да, хорошая тема, конечно, это самое, так что Малевич отдыхает. Да, Малевич. Да. Только вот это вот безысходность в черном варенике изображать, понимаете? Ну, вот понимаете, вот это как раз к вопросу, был ли Малевич украинцем. Это да. Значит, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк нашему сегодняшнему эфиру. Давайте перейдем к вашим вопросам. Из клуба зрителей вопрос задает Олег. Уважаемый Александр, Константин, как вы рассматриваете такой вариант развития событий? Гипотеза, что шатдаун и поддержка риторики Келлога по Украине взаимосвязаны и направлены на глубокий и резкий удар по американскому Deep State. Шатдаун – чистка кадров, риторика по Украине – подстава глобалистов через Келлога. Они в итоге должны оказаться для всего мира виновны в миллионах смертях и так далее, что нанесет непоправимый удар по всей этой идеологии и их идеологам. Подобного варианта я не исключаю, подобного варианта, но пока что он кажется конспирологическим. Вот, хотя, понимая почерк и стиль Трампа, вполне можно предположить и такой вариант развития. Угу. Значит, переходим к вопросам из сообщества. Скажите, Константин, как вы оцениваете образованность крайних двух поколений школьников, перспективы образования в Украине и жизни в ней далее? При нулевом приросте 0,24% демографии через 7 лет. Спасибо, всем добра.
Понимаете, на самом деле постоянно поднимается вопрос образованности того или иного поколения. Я знаю людей, которым сейчас по 17-18 лет, вот, которые блестяще образованы. Эрудиция, образованность, владение языками, понимание процессов, которые, исторических процессов, знание литературы, начитанных людей. Да. То есть они тоже есть. То есть тотально говорить о том, что полностью это поколение потеряно, я бы не стал. Вот. Да, у меня есть большие претензии именно к системе образования. Вот. Но к образованности тех, кто хочет получить образование, претензий нет. Вот. К сожалению, это стало уделом, даже не к сожалению, давайте говорить откровенно, это сегодня образованность – это удел элитарной молодежи, скажем так, тех, кто хотят быть выше там, среднячков, вот те, кто хотят чего-то достичь в этой жизни, они, даже если они не принадлежат к какой-то там прослойке, не знаю, там супербогатых, они пытаются получить образование. Те, кто не хотят, те, кто считают, что им и так все нормально, они поедут за рубеж и будут там устроиться на какую-то там работу и будут получить жизнь именно в таком режиме. Тех абсолютно удовлетворяет именно та система, которую им вбивают в голову сейчас в школах. Главное, что меня не устраивает в нынешней системе, это даже не тот набор предметов или отношение к тем или иным предметам, не учебники, а меня больше всего устраивает та промывка мозгов, идеологическая промывка мозгов, которая сегодня существует в школах. Да, я тоже учился в школе, где нам промывали мозги марксистско-ленинской философии. Да, можно спорить о плюсах и минусах, но, извините, мне сегодня страшно, когда детям в школах вот, устраивают вот эти вот минуты молчания под камеру, ну, вот, со склоненной головой, и когда их с первого класса там заставляют петь «Батько наш Бандера». Иван, может Константин Петрович вместе с Шелестом заняться образованием людей и объяснить, что замороженные российские активы это просто расписки конкретных фирм, что они заняли деньги и обязуются их вернуть, и ничего больше. Поэтому все проблемы заключаются в следующем. Как доказать, что расписок не было? Как забрать деньги у этих фирм? Не только. Было бы намного проще в таком случае, но на самом деле это очень сложный вопрос вот именно вот этого формирования вот этих долговых обязательств, которые существовали перед Запада перед Россией. Это взаимные расчеты и так далее. Плюс ко всему часть российских средств действительно хранились на счетах за рубежом. Да, экономисты неоднократно, начиная с 2014 года писали именно о структуре, о этой долговой структуре, которая формировалась, и как оказались российские деньги за рубежом. Да, часть из них это действительно долговые обязательства Европы перед Россией, европейских компаний. Ну и плюс там еще не только там недвижимость есть в активах в этих, в структуре. То есть тут не просто там объекты какие-то, поэтому тут не только расписки, хотя расписки есть, безусловно. Онс пользователь. Здравствуйте, Константин. Какой вопрос. Как думаете, аскетизм – это продолжение социофобии или социофобия – продолжение аскетизма? Философские вопросы. Аскетизм, это, я думаю, что в данной ситуации аскетизм – это норма жизни, которая определяется тем или иным гражданином для себя, индивидуумом для себя определяет. Кто-то считает, что он должен жить в максимальном комфорте и, соответственно, начинает заниматься тем, что называется мшалаимством. Да? А кто-то считает, что материальные ценности для него не настолько важны и, соответственно, ведет себя именно как аскет. Вот. Говорить о том, что это проявление социофобии, ну, я бы не стал. Это, скорее всего, черта характера определенное, отношение к материальному. Так, почему все озаботились вопросом
о чем говорили Путин и Лукашенко 5 часов. Но никого не интересовало, куда пропадал Лукашенко во время учений «Запад-2025». Он пригласил из США, Турции и Венгрии наблюдателей. Россия их не приняла. Штаб учений был под Нижним. Лукашенко на время учений исчез из поля зрения. Так о чем они могли говорить? На самом деле я не знаю, о чем они могли говорить. Я не посвящен в тайны разговоров президентов Беларуси и Российской Федерации. Вот я не буду строить из себя человека, который считает, что он знает, посвящен во все детали, что он человек, который был там где-то находился под диваном в то время, когда на этом диване сидели Путин и Лукашенко и о чем-то там беседовали. Вот, я думаю, что им есть о чем поговорить. И в политическом плане, и в плане военных угроз, которые сегодня назревают на западных границах Беларуси и России, и о ситуации в Украине, и об экономике, и о многих-многих других вопросах. Поэтому гадать не будем. Я думаю, что очень скоро станет все очевидно. Угу. Значит, дальше. Следующий вопрос. Американский политик и лидер молодежного крыла республиканцев Кэтрин Уайтфорд обратилась накануне судебного заседания к украинским судьям с призывом не становиться инструментом политических репрессий. Суд над УПЦ вчера из-за этого сорвался. И судья заболела не вовремя. На самом деле между Украиной и Соединенными Штатами сейчас идет серьезный диалог относительно УПЦ. 1 мая этого года был создан Национальный комитет в Соединенных Штатах, Национальный комитет по религиозным свободам, который не имеет экстерриториальности какой-то и которые, в принципе, будут следить за религиозными свободами во всем мире. Трамп во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил о том, что сегодня христианская церковь является наиболее гонимой, переживает наибольшее гонение, но куда уже большие гонения, вот, чем те, которые переживает Украинская православная церковь в Украине сегодня. Именно поэтому я думаю, что сигнал, который был послан из Соединенных Штатов, сигнал, который был заявлен на наивысшем уровне, он, скорее всего, услышан в Украине, и украинские власти решили пока что вот, от беды подальше сделать небольшую паузу. Мгм. Ну там пока на месяц. Приказали судье заболеть. Так она на месяц заболела. 30 Так я октября понимаю, теперь. да. Так я Ну, поэтому и говорю, что приказали судье поболеть немножко. Так. на месяцок. За Да. месяц выздоровеет. Или нет, тоже интересно. Значит, добрый вечер. Как определил Константин? Павел спрашивает, что дроны в Европе летали российские. А я разве определил, что дроны российские? Я сказал, что Европа как раз заявила о том, что летали российские дроны. И я же говорил сегодня о том, что сегодня для того, чтобы обвинить в том, что российские дроны, что это Россия их запускала, не нужны доказательства. Для этого попросту можно сделать определенное политическое заявление. Сказать, что highly likely это российские дроны. Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, состыковать циничный европейский прагматизм и репарационный кредит. Спасибо. Вот репарационный кредит на сегодняшний день вызывает очень и очень много вопросов именно у сторонников прагматизма. Вот. И поэтому этот вопрос сегодня уже даже сама Урсула фон дер Ляйен признает, что этот вопрос вызывает очень большие дискуссии в среде европейских политиков. Добрый вечер, Александр Константин Петрович. Виталий пишет, Трамп в борьбе с демократами применил оружие массового поражения. Мемы. Демократов уже второй день трясет от пририсованных к их лидерам сомбреро и усов. Мем, конечно, смешной, но вас не пугает мир, в котором президент США прикрывает срам шатдауна сомбрерным мемом. Заранее спасибо за ответ. Это стиль Трампа. Вот, к власти пришла соответствующая команда, которая работает именно в этом мемном режиме. И почему бы не использовать против своих политических оппонентов то, что сегодня наиболее активно или же наиболее эффективно обсуждается в социуме. Так, добрый вечер. Мгм.
Простите, пожалуйста. Поехали, тут это сообщают сейчас. Ну, мы просто в прямом эфире 21:15. Предположительно, по Днепру был прилет межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», сообщают украинские СМИ и некоторые российские военкоры. После удара в городе перебои с электроснабжением. Ну, слушайте, Орешник по Днепру бил. Сейчас, Мгм. видимо, и Ярс, судя по всему. А, Мгм. Ну, посмотрим, подтвердится ли эта информация. Мгм. Но это означает, что... Ну, вот все же говорили, допустим, что там Россия, что там, как там. Никто, не было воздушной тревоги, никто ничего, просто вспышка и все. И тут заговорили об этих ракетах, об этих ракетах Ярс. То есть это еще один следующий шаг, только вряд ли это уже демонстрация. Это уже Ну, в том-то применение. и дело, что нет, на самом деле Россия неоднократно заявляла, что она не будет останавливаться на каких-то полумерах, или же она не будет сбавлять темпы в связи с переговорным процессом. Пока не будет подписан договор, будет режим огня сохраняться. Так, ладненько. М, Так, добрый вечер. Вопрос к Константину Петровичу. Куда пропали в современной войне генеральные сражения? Как он думает? Спасибо за ответ. Ну, на самом деле нынешняя война, она на самом деле имеет большое количество особенностей. Последняя попытка генерального сражения – это лето 23 года. А так война перешла в определенную стадию, когда это война в первую очередь дронов, вот, а также война небольших мобильных групп с одной и с другой стороны. Поэтому про генеральное сражение пока что речь не идет ни с одной, ни с другой стороны. Мгм. Светлана, здравствуйте, доброго вам здравия. Вопрос, как вы считаете, будет развиваться ситуация в Грузии? Каким образом? В октябре там выборы и протесты усилились. Во всех новостях нагнетается ситуация в этом регионе. Благодарю за ответ. Да, пытаются сторонники прозападных сил вот, сейчас раскачать ситуацию в Грузии. Но это было и в прошлом году дважды. Я думаю, что, учитывая ситуацию, которая сложилась в Грузии, вряд ли что-то светит сторонникам Саакашвили и противникам именно нынешней власти. Ну и Я как Зеленский. большой сторонник, я как большой противник, точнее, любых цветных революций, всегда на стороне власти, против которой задуманы те или иные цветные революции. Вообще, конечно, видите, как спрессовывается все. Вот, сообщают, что в Чернигове разворачивают пункты незламности, школы на Мгм. дистанционке, Ярсы по Днепру, ну, якобы Ярсы. Некоторые пишут о неисправности, но это, знаете, сравни российским новоязом, вот этим, помните, в начале Да. войны хлопок, задымление, Ярс, то есть Мгм. вот таким вот образом. Понятно, что если так разобраться, плюс захваченное судно, это тоже как бы казус Бейли. В общем, что-то действительно, что-то действительно творится, и жителям сел в Днепропетровской области рекомендуют не выходить на улицу, начиная с 20:00 и до отдельного уведомления в прибрежных районах села Марьяновская. Вот. Марьянская и Грушевка, Зеленодольский район, ну это рядом с Днепром, в общем, сообщил городской голова. Мгм. Может, уже и ядеркой бахнули, а мы не знаем, Константин Петрович? Честно, я не знаю, но что-то очень сомневаюсь. Ну, как бы такие странные какие-то пошли сообщения. Ладненько, давайте возвращаться к нашим зрителям. Они у нас мудрые. Петр Константин Петрович, не потому ли Трамп пустился в разнос, что увидел, что не успевает он сделать то, ради чего он шел на этот второй срок? Ну, не запретить же мужиков в женском спорте. И он пришел, понимает, что следом за ним придут и все это вернут назад. Я думаю, что демократам нанесен такой удар в 2024 году,
и дальше Трамп будет добивать демократов и глобалистов, вот, чтобы у них не было даже единого шанса в 2028 году на какой-либо реванш. Вот, да ни в 26-м, ни в 28-м, чтобы они реванш не смогли получить. Поэтому я думаю, что все, что сейчас происходит, также имеет под собой определенную цель. Это не дать подняться демократам после нокаута. Мгм. Константин Петрович, через 3 месяца Новый год. Да? Наталья пишет. Кто, по вашему мнению, будет поздравлять с Новым годом жителей Юго-Востока Украины? А давайте тогда определимся, что такое будет юго-востоком Украины. Потому что если мы говорим про юго-восток Украины в границах 91 года, вот, про Донецкую, Луганскую и там Херсонскую, Запорожскую области, то Крым, их же до 2014 года относили к юго-востоку Украины. Вот, понятное дело, там будет поздравлять Путин. А если мы теперь считаем юго-востоком Украины Херсонскую, часть Херсонской, часть Запорожской, часть Днепропетровской области, Николаевскую область относим к юго-востоку, то тут уже вопрос. Вот. Пока что кажется Зеленский, но я бы не был так уверен. Пользователь спрашивает, это переходим в чат трансляции, какую книгу сейчас читает Бондаренко и какую посоветовал бы почитать всем нам. Спасибо. Сейчас читаю специфическую литературу о Киевской Руси. Это книга, сейчас я автор, «Феномен Александра Невского». Это один из современных российских историков. Вот как раз сейчас читаю. Так, вопрос. Константин Петрович, кто будет следующим главным героем вашей книги? Как побить Джокера? Поставить мат или послать матом? Нет, сейчас у меня готовится книга как раз по... Не буду забегать наперед. На протяжении месяца, я думаю, вы все увидите. Но это уже не по украинским элитам. Это будет большой справочник, большой справочный материал. А дальше, соответственно, у меня еще есть несколько идей. Но это уже не про политиков нынешней Украины. Значит, вопрос от Сергея. Зеленский согласился подставить свою страну под идею фикс, уничтожить Россию. Но что это дает лично ему? Неужели тщеславие слаще благополучия своих граждан? Презрение украинцев вообще волнует Зеленского? Абсолютно не волнует. Зеленский является человеком с, скажем, с мировоззрением и с характером политика, не политика, а актера. И для него политика – это тоже определенная игра. Сам он считает, что он сейчас играет свою самую гениальную роль, самую гениальную игру. И его не интересуют провинциальные аплодисменты каких-то там украинцев, его интересует то, чтобы ему рукоплескали в Вашингтоне, Лондоне, Берлине, там, Париже и так далее, на больших сценах. Вот. А все остальное это так, вот, все остальное это расходный материал Да, для получения. Да, друзья, мы в прямом эфире. Всем большое спасибо, что ставите лайки. Кабмин утверждает постановление, подписанное Свириденко, по которому мужчины 25-60 лет, не состоявшие на учете, автоматически состоят теперь на учете по данным из других государственных систем. Мобилизация будет лютая. Вполне возможно. Вполне возможно, тем более, что Зеленский хочет показать, что есть еще порох в пороховницах, и он может побеждать на поле боя. И, как я уже сегодня говорил, он хочет это доказать и Трампу, и Путину, и всем, что вот дайте мне шанс, и я докажу, что мы не капитулируем, а закончим компромиссом. То есть это его позиция, вот его никто не смог пока что переломить. К сожалению, она обернется еще не одним десятком тысяч жертв. Сергей, вопрос по Константину. Может быть, связаны удары по АЭС как ответ глобалистов Трампу про заявление в ООН против зеленых, то есть намеренная дискредитация заявлений Трампа с помощью провокации на АЭС? Я думаю, что вряд ли стоит так именно аж так глубоко копать. Думаю, что
глобалисты пока что еще не додумались до такого шага. Виктор, ну, это шуточный вопрос. Ну, Виктор задает. Янукович, свята людина. Гришно. Гришно. Ой. Гришно. Канонизация не предвидится. Ну все, простите, пожалуйста, Ни познается в беатификация, ни сравнении. канонизация ему не грозит. Для чего придумали всю эту бойню, Наталья С? Чтобы Зеленский стал звездой? Нет, Зеленский использован в этой бойне фактически. Бойня состоялась бы при любой погоде. Раньше, позже, но все равно она бы была бы спровоцирована. Но просто Зеленский идеально подходил по своему характеру, по своему психотипу на роль вот этого украинского Наполеончика. Вот. Тем более, что он перед этим сыграл роль Наполеона. Признает ли Бондаренко философию Маркса? Признает. Более того, рассматривает Маркса как одного из виднейших философов XIX века. Да. Как с одним из творцов политической системы и мировоззрения, с ним можно спорить. Вот. Я не знаю, многие сегодня пересматривают учение Маркса в экономике, но как философ, философские его воззрения, они достаточно глубоки и заслуживают внимания. Более того, что Маркса можно считать вершиной немецкой классической философии. Да, друзья, значит, смотрите, есть еще один у меня вопрос. Это тоже вопрос зрителя, да, человека. Я бы очень хотел его задать. Я его задавал сегодня уже, ну как, психоаналитику, психологу, да. И считаю это очень важным вопросом. Но я хотел бы, чтобы как Константин Петрович, как историк, как политический аналитик, тоже на него ответил. Поэтому здесь нужно немножко как бы набраться терпения, потому что я объясню. Этот человек, которого, ну, с которым мы знакомы реально, ну, там, больше 20 лет. Ну, как товарищи мы, редко пересекались, но очень дружелюбно, мы знакомы давно. И он вот в качестве там, да, вот, зрителя мне написал следующее. Я хочу, чтобы вы это прокомментировали. Посетила мысль, как сильно изменил жизнь один предлог. Когда жили на Украине, была работа, был мир, был смех, был отпуск в планерском Коктебеле. Были праздники, были концерты на площадях, стадионах, теплые дружеские отношения с соседями и между собой, между людьми. Как-то больше человечности, эмпатии, взаимовыручки было. И вот появилась в Украине. Из года в год жизнь становилась хуже. Люди злее, завистливее, тупее. В Украине убили образование, в Украине свели на нет медицину, в Украине ушли добрососедские отношения. В Украине после 2 Майданов ушли в небытие отдых в Крыму, матчи Шахтера на Донбасс-арене, концерты и праздники. В Украине общество, которое всегда было многослойным и разным, но за счет этого очень сбалансированным, перемешалось и взбаламутилось. Все то, что торчало на дне, медленно гнило, воняло и исходило желчью и ненавистью. Это подняло наверх. И теперь эта жижа не хочет назад и делает все, чтобы удержаться наверху, в верхних слоях, светлых слоях, самим своим присутствием отравляя и разрушая все вокруг. И именно взросшенные в Украине сейчас с таким забвением и остервенением пакуют своих же в бусы. Тем, кто жил на Украине, такое даже в голову бы не пришло. Как говорили в Харькове и на Донбассе, западло. Пока жили на Украине, был мир, в Украине война и общество. Люди в Украине — это не люди уже, это реально биомасса, которая жрет, гадит, разрушает все, что ее окружает. Каждое чмо, которое ничего из себя не представляет, которое не добилось в жизни ничего, теперь оседлала конек мавнюка и стоит и строит из себя нечто цельное, патриотичное. То, что сейчас в Украине, недостойно существования ни в какой форме. Проект в Украине полностью провалился и превратился в проект в ЖОПЕ. Вот такие грустные выводы в мои почти 50 лет. Постскриптум. Недавно только понял, что мы знакомы уже больше 20 лет. Постскриптум. Можешь меня поздравить. Теперь я тоже в розыске в ТЦК. Ну что ж,
Ну, что здавалося б слова, как говорил классик. Ну, вот, казалось бы, предлог. Но вы понимаете, я очень хорошо помню, как в начале 90-х годов были дискуссии, как правильно писать, в Украине или на Украине. Вот. Украинская литературная норма, которая употреблялась до 80-х, до конца 80-х, до начала 90-х годов, требовала писать на Украине. Вот. Потом начали говорить о том, что это же вот нас так, на нас так, в принципе, нас к этому приучили русские, что это все из-за России, что это Россия таким образом пыталась нас каким-то образом дискредитировать, мол, все нормальные государства пишут в Польше, в Германии, в Великобритании, в Соединенных Штатах, а вот Украина это что-то такое, там, это самое, на Кавказе, на каком-то острове и так далее, так вот, на Кубе, так, вот Куба как остров. Вот, то есть это точно так же Украину рассматривают как что-то такое, недогосударство какое-то. Давайте будем все говорить в Украине. Потом с этим согласились, кстати, в России. Академия наук Российской Федерации, Российская Академия наук, даже публиковала письмо лет 15 назад, что обе формы, в принципе, возможны для русского языка. Можно использовать и на Украине, и в Украине. То есть пытались найти определенный компромисс. Потом в Украине в принципе перестали употреблять словосочетание на Украине, но вот с этого начиналась не просто дискуссия, как правильно говорить, не географическая дискуссия была, не топонимическая дискуссия была, а с этого начинался процесс разрезания той пуповины, которая существовала между Украиной и другими восточнославянскими народами. Вот, с этого момента начиналось противопоставление Украины и России. И фактически с этого момента уже по методу снежного кома пошли и другие нововведения вот, в истории, в языкознании, в культуре, в религии и прочее. Ну так а где лучше? В Украине или на Украине? Вы знаете, вот, а я с большой благодарностью вспоминаю именно этот процесс трансформации 89-91 годов. Это был период, с одной стороны, страшный период, потому что все рушилось вокруг. Был ужасный кризис, экономический кризис, но с другой стороны были определенные надежды на то, что станет лучше. Да, эти надежды на сегодняшний день разрушились. Да, сегодня не осталось того, что тех идеалов или идей, которые лежали в основе тех процессов, которые были в 91 году. Когда-то, вот мне недавно совсем мой однокурсник напомнил слова, которые я сказал лет 25 назад, я уже сам даже о них забыл. Вот. Я когда-то сказал, что да, я в начале 90-х годов поддерживал обеими руками желто-блакитную Украину. Но я никогда не поддержу красно-черную Украину. Ту красно-черную Украину, которая появилась у нас после 2014 года. Ну и давайте все-таки, чтобы не так шибко грустно было, по поводу, ну, потому что это действительно, ну, это как бы реальный человек, еще один реальный человек задает вопрос, чтобы точку поставить в сегодняшнем эфире. Историко-шуточный, как Константин Петрович любит, наверное. Дмитрий Донцов, отец украинского национализма, родился и вырос в городе Мелитополь. Там же родился генерал Павел Судоплатов, который непосредственно участвовал в ликвидации последователей Донцова, Бантеры и Коновальца. По нелепой случайности в Мелитополе родился нардеп Шевченко. И последнее его общее совпадение – Донцов, Судоплатов и Шевченко сидели в Лукьяновской тюрьме. Вопрос к Константину Петровичу, как к историку. Совпадение или судьба? Совпадение. Совпадение, потому что если бы судьба, то пол Мелитополя уже бы сидели в Лукьяновской тюрьме. Это только показывает, что Мелитополь рождал действительно пассионарных людей. Дай бог Евгению Шевченко поскорее выйти из тюрьмы, дай бог закрыть все уголовные дела. Хотя я понимаю, что эти дела закроются только после того, как падет нынешняя власть, нынешний режим. А что касается Донцова, вот, гениальный авантюрист.
гениальный авантюрист, вот, балабол редкий. Вот. Если почитать его философские труды, очень много компиляций, крайне непоследователен. Вот. Увлекался то одними, то другими течениями. Конъюнктурщик редкий, но им восхищалась молодежь в 20-30-е годы, да и 50-е. Прожил долгую жизнь. Говорите о Судоплатове, вот, тоже авантюрист, с одной стороны, но более системный. Вот, вписал свою жизнь в число тех жизней, скажем, разведчиков, которые достигли определенных успехов. Вот. Побывал и на вершинах славы, на высоких должностях, и в тюрьме. Ну, что могу сказать? Вот. Интересный город Мелитополь. Черешни там какие в сезон. Это Ох, да. какие Это черешни. да. Да, сейчас другие черешни по всей Украине. Да. Да, друзья, всем большое спасибо. Константин Петрович, спасибо большое, что несмотря на перемещения, несмотря на новые локации, вы все равно находите силы, возможности и, главное, время и мысли для наших эфиров. Спасибо большое. Буду стараться. До новых встреч. Да, до следующей среды, друзья, прощаемся на этом канале с Костем Бондаренко. Всех приглашаю подписаться на его канал, ссылки, как всегда, в описании. Телеграм-канал Константина Петровича к вашим услугам тоже в описании. Если не подписаны, переходите, подписывайтесь. Очень большая просьба поставить лайк этому эфиру. Это очень важно для вот этих причудливых подсанкционных алгоритмов. Ну, так уж надо. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.